Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. У нас был связан узорчик для палантина, для шальки. И сегодня хочу показать вам новый узорчик. Вы, в свою очередь, берете пряжу любую, какая у вас есть. Узорчики все универсальные, подбирайте только правильно крючок. А я расскажу о ниточках, которые буду сегодня применять для своего узорчика. Называются они Alize Angora Gold Simli. Новички, смотрите, кто еще не вязал. Итак, в 100 граммах здесь находится 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Видите, как ниточка переливается. Вот, и нам советует производитель: берите крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вязала троечкой. Меня, в принципе, устраивает под мою плотность вязания и под мои узорчики. Поэтому я вяжу троечкой. Вы точно так же изучаете аннотацию своей пряжи, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 14 петелек. Я, например, наберу 2 раппорта и еще дополнительно 9 петелек, вы увидите, да, ну, чтобы узорчик ровно красиво закончился. А вы, естественно же, будете набирать, сколько будет вам удобно. Итак, для начала я делаю петельку фиксации, все как всегда. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь набираю, получается, 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот мой будущий образец. Далее. Как и во многих узорчиках, особенно новичкам, как бы рекомендую сделать дополнительный вспомогательный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках. Мы сделаем ряд столбиками с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Накид. В следующую и во все последующие петельки цепочки ныряем и вот так вот провязываем столбики с накидом. Ну, естественно, сами себя контролируем. Количество столбиков должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Если я набрала 37 воздушных петелек, у меня получается 37 столбиков с накидом. То есть ни больше, ни меньше. Напомню, первые вот эти 3 петельки подъема мы считаем за столбик с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встретимся и будем продолжать наш узорчик. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы наши столбики провязали. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, 3, поворот, накид. В следующий столбик нырнули в верхушку и провязали столбик с накидом. Есть. Далее накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий нырнули, провязали столбик с накидом. Он у нас будет как бы наискосок, видите? Вот. Далее смотрите. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И теперь мы, получается, будем вот в эту нырять арочку, которую мы только что сделали. Вот так вот. Раз. Нырнули, провязали 1 столбик с накидом. Накид. Еще раз сюда же нырнули. 2. Провязали 2 столбик с накидом. Накид. И еще раз нырнули 3. Провязали 3 столбик с накидом. Итого у нас получилась вот такая вот картина. Идем дальше. Накид. Получается, вот от этого столбика, который мы провязывали, да, пропускаем точно так же 2 столбика в ряду. Раз, два. И в третий столбик пронырнули, провязали столбик с накидом. Вот такая картина. Как бы ромбик в центре, наискосок, да, как бы вот такой вот. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите внимательно. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. И в 4-й столбик нырнули в верхушку и провязываем сразу же 3 столбика с накидом. Раз. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. То есть вот такой вот треугольничек.
Там ромбик, тут треугольничек. 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 провязываем столбик с накидом. Вот это вот получается наш раппорт узорчика. Дальше будет повторение. То есть мы делаем накид, пропускаем 2 столбика, в 3 столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Ныряем вот в эту арочку, которую мы сделали. 1 нырнули, столбик с накидом. 2 нырнули, столбик с накидом. 3 нырнули, столбик с накидом. Есть. Далее пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3 провязали столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем опять 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, провязали столбик с накидом. Вот. Видите, что получается? И закончу вместе с вами, получается. Делаем опять накид. Пропускаем 2 столбика. В 3 нырнули, провязали столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И вот в арочку ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Опять пропускаем 2 столбика, и у нас остается 2 столбика. 1 столбик провязали столбиком с накидом. Второй столбик, вот помните, 3 петельки у нас подъема были. В 3 петельку подъема нырнули и провязали столбик с накидом. То есть как мы начали ряд наш 2 столбиками с накидом, так мы его и заканчиваем. Вот такая вот красота. Идем дальше. Для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Здесь будьте внимательны. Смотрите, что мы делаем. Вот у нас стоит столбик. Мы его захватываем сзади наперед. Вот так вот. Столбик получается перед крючком. Вытягиваем ниточку. И провязываем, как обычно, столбик с накидом по 2 петельки. 2, 2. Поняли, да? У нас получается рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Смотрите. Вот у нас здесь ромбик, да, стоит. И получается, мы берем сейчас за верхушку. Помните, 3 петельки делали. Взялись вот так вот за эту арочку. И провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки. Опять у нас стоит одиноко столбик. Мы его провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Точно так же захватили столбик, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Идем дальше. 1 воздушная петелька. Теперь будьте внимательны. Смотрите. Делаем накид. Захватываем наш первый столбик. Вот таким вот образом, как рельефный лицевой столбик с накидом. И провязываем рельефный лицевой столбик. Накид. Сюда же получается верхушку вот этого столбика. Вот мы беремся теперь. Возвращаемся как бы немножко назад. За верхушечку взялись. И провязываем столбик с накидом. То есть у нас получается... Около одного столбика получилось 2 столбика. Рельефный и обычный. Дальше. В центральный столбик 1 столбик провязываем. И последний столбик, смотрите, как провязываем. Сначала за верхушку столбик с накидом. А потом, опять же, этот столбик, вокруг него хоп, танцуем вот так вот. Рельефный лицевой столбик с накидом. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Поняли, да? То есть первый и последний провязывать одинаково рельефными столбиками. Воздушная петелька. У нас опять стоит 1 столбик. Мы его провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Ничего сложного. То есть дальше у нас идет повторение. Как вот мы здесь провязывали. Итак, вспоминаем. 2 воздушные петельки. 1, 2. Затем беремся за верхушечку нашего ромбика, вот за арочку. Провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Рельефный столбик провязываем. Лицевой, рельефный, лицевой столбик с накидом. Далее 1 воздушная петелька. Вот наш треугольничек. Мы за первый столбик провязываем 2 столбика. Первый рельефный лицевой столбик с накидом.
Второй за верхушечку, вернулись немножечко обратно, обычный столбик с накидом. Далее у нас идет в центр центральный, да, один столбик с накидом. И заканчиваем мы, получается, наш треугольничек тоже двумя столбиками. Первый у нас будет обычный столбик, а второй рельефный лицевой столбик с накидом. Понятно, да? Вот, видите, мы с вами провязали уже вместе 2 ряда. Ну и давайте вместе закончим. Получается, одна воздушная петелька, дальше одиноко стоящий столбик, рельефный лицевой столбик с накидом, 2 воздушные петельки. Беремся вот за верхушку нашего ромбика, в арочку нырнули, столбик без накида, 2 воздушные петельки и один столбик мы провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом, а последний самый мы провязываем обычным столбиком с накидом. Беремся за третью петельку подъема и провязываем. Вот по итогу какая получается картина. Видите? И несложно, и интересно. Идем дальше. Для начала нам необходимо будет опять провязать 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И здесь будьте внимательны. Нам необходимо будет сохранить рельефность. Помните, мы вязали второй столбик рельефным лицевым, да, столбиком с накидом. Здесь, получается, будет рельефный изнаночный. Как так? Смотрите. Накид. Теперь мы захватываем второй столбик не вот таким вот образом, да, что у нас столбик перед крючком, а наоборот. Вот таким вот образом. Сзади наперед и опять назад. У нас, видите, столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем точно так же. 2 петельки, 2 петельки. Это называется рельефный изнаночный столбик с накидом. Далее, смотрите, делаем накид. Вот у нас столбик без накида. Мы к нему присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Будем делать точно такой же ромбик. Смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Накид. Вот у нас получается, там, где мы провязали столбик, сформировалась арочка. Ныряем в арочку и провязываем 3 столбика с накидом. 1. Сюда же. 2. 2. Сюда же 3. Угу. И присоединяемся, получается, накид. Вот наши рельефные столбики стоят, да? Мы провязываем рельефный изнаночный. То есть захватываем наоборот наш столбик и провязываем по 2 петельки. Есть. Далее у нас идет такой вот треугольничек. Здесь мы уже ни одной воздушной петельки не делаем. Накид. Помним, да? Рельефный изнаночный. То есть первый столбик у нас будет рельефный изнаночный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Точно так же за верхушку этого же столбика провязываем еще один столбик. Беремся за верхушку и провязываем обычный столбик с накидом. Дальше у нас идут 3 столбика. 1, 2, 3. Их провязываем обычными столбиками с накидом. 1, 2, 3. Остается последний столбик, и мы помним, что мы провязываем его точно так же, как и первый, только немножко наоборот. Да? Вначале обычный столбик за верхушку провязываем, а второй столбик у нас будет рельефно изнаночный. То есть захватываем этот же столбик вот таким образом. Столбик у нас находится за крючком, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Смотрите, вот наш треугольник, видите? Вот он как выглядит на лицевой стороне. То есть он такой вот объемненький немножечко по бокам. Все, идем дальше. Получается, ни одной воздушной петельки не делаем. Вот опять наш столбик стоит. Мы провязываем рельефным изнаночным столбиком с накидом. Угу. Вот. Дальше повторение опять. То есть вы делаете накид. Вот к ромбику присоединяйтесь, столбик без накида, провязываете столбик с накидом. Опять 3 петельки воздушные. 1, 2, 3. Ныряете в арочку и провязываете 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. То есть мы опять формируем, так скажем, ромбик наш, да? Опять, смотрите, переключаемся на одиноко стоящий столбик, провязываем рельефным изнаночным столбиком с накидом. Вот. И опять провязываем, получается, наш треугольник и опять наш рельефный столбик, ромбик и до конца ряда. Поняли, да? Принцип понятен? Вот. Давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. У вас получится.
Так, смотрите, вот провязали самостоятельно до конца ряда. Надеюсь, у вас получилось. Ничего сложного. И после ромбика опять сделали 2 столбика. Первый столбик у нас будет рельефный изнаночный, а второй получается обычный столбик с накидом. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь все наши столбики рельефные, которые были, мы будем провязывать рельефными лицевыми. Ну, чтобы наша рельефность была одинаковой, да? Итак, накид. Вот наш рельефный столбик. Мы здесь будем провязывать рельефным лицевым. Помним, да? Сзади наперед столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Далее, вот наш ромбик. 2 воздушные петельки сделали. Присоединяемся к верхушке ромбика нашего и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. У нас опять идет рельефный столбик, да, мы помним, что мы повторяем рельефность, у нас опять будет он рельефный лицевой столбик с накидом. Все, здесь не сложно, здесь мы уже принцип поняли. Здесь смотрите, какая интересная штука получается. 2 воздушные петельки делаете, и далее получается у нас отступаете 4 столбика, 1, 2, 3, 4, вот наш получается центральный столбик, да, и в этот центральный столбик вы провязываете сразу же 3 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбика с накидом и сюда же 3 столбик с накидом. Так, у нас получается вот такая вот картина. Далее вы делаете 2 воздушные петельки, 1, 2, и опять переключаетесь к рельефному столбику и провязываете рельефный лицевой столбик с накидом. Если вы внимательно посмотрите, то мы, получается, делаем самый наш первый ряд, да, вот видите, вот 3 столбика, вот, это наш самый первый ряд, помните? То есть мы, получается, формируем еще один такой же треугольничек. При этом по бокам у нас ромбики так и продолжаются из ряда в ряд, из ряда в ряд. То есть вначале вы сделали ромбик, потом вы сверху сделали столбик без накида. Ромбик, столбик без накида. А здесь над треугольничками будут постоянно расти треугольнички. Поняли? То есть вы будете сами себя контролировать. То есть дальше раппорт будет повторяться. Так? Именно вот с треугольничками. Понятно? И получается... Вот наши ромбики. У нас в первом ряду мы делали ромбик. Но здесь получается в данном ряду, да, раппорт, когда повторяется, у нас здесь не ромбик, наоборот, столбик без накида. Поняли мысль мою, да? То есть здесь ромбики вы шагаете, шагаете, шагаете. Так? Получается ромбик это 2 ряда. А треугольник-то 3 ряда. Поняли? Тут получается ромбики через каждые 2 ряда повторяются, а треугольники через каждые 3 ряда повторяются. Все. И никаких больше особенностей. Для тех, кто умеет вязать по схемке, я прикладываю схемку сюда. Схемка, в принципе, читабельна, все поймете. Кто не умеет вязать по схемке, посмотрите, мы уже связали образец. Вы уже увидите, где какие рельефные столбики, где обычные столбики, где ромбики. Вы все поймете. Так что давайте, изучайте схемку. Самостоятельно провяжите несколько рядочков. Встретимся через несколько рядочков. Договорились? Получится очень красиво. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, у меня получается сколько ромбиков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? А треугольничков всего только 4. Поняли, да? Класс. Как вам? Это получается лицевая сторона у меня, потому что рельефные лицевые. Здесь столбики, видно, да? Вот, лицевая сторона моя. А это получается изнаночка. Смотрите, все тоже ровненько, аккуратненько. То есть палантинчик ли, маечка ли. Ну да, будут, получается, иметь одну сторону лицевую. Треугольнички, гляньте, как подчеркиваются, да, за счет рельефных столбиков. Вот, ну, конечно, я рассчитываю, что это будет с данной пряжи палантин. Данная пряжа, конечно, к телу, ну, не очень удобно, многие, да, говорят. Так что это будет поверх одежды. Шальки, палантинчики, в моем случае палантин вот так вот тянется из моей именно пряжи. Вот так вот тянется. Вот такая красота. Что это может быть? Ну, конечно, летняя пряжа, кофточки, различные тунички, различные маечки. Если это демисезонная пряжа, это могут быть кофточки потеплее, да, это могут быть кардиганчики, а также шарфики. Если это будет теплая пряжа, толстая, мощная, да, такая классная, это будут тоже шарфы интересные. Но опять же, не забывайте кофточки различные, кардиганы, почему бы и нет. Ну, пусть дырявчатые, но, так скажем, для декора, в копилочку ваших узорчиков, да, интересно. Давайте замерим красоту. Я же набирала 37 воздушных петелек сегодня. Если этой же пряжей, этим же крючком, моей плотностью вязания, то у меня получается это, ну, 17 сантиметров точно, тут с небольшим хвостиком. И тут получается у нас, ну, давайте удобнее, наверное, по треугольничкам, да, считать.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядочков. Первый наборный 13 и последний 14. Сейчас покажу, как я его провязала. Это получается, вот, смотрите, 14 сантиметров. Здорово? То есть каждый ряд это сантиметр. Смотрите, как удобно заканчиваться. Вот именно когда у вас не ромбик, да, а когда у вас по 2 воздушные петельки, столбик без накида, 2 воздушные петельки, и как раз треугольничек, смотрите, как все совпало, да, закончился. И вот в этом моменте, получается, я провязала столбики с накидом, то есть ничего замудренного. Там, где столбик, столбик, там, где воздушные, 2 столбика. Там, где столбик, столбик, 2 воздушные, 2 столбика. Поняли, да? Вот. И все ровненько и аккуратненько. То есть у меня в моем случае палантин будет шикарный, да? Пробуйте, опять же, пробуйте, смотрите, вы можете провязать, например, ну, там, одним цветом, вторым цветом, третьим, там, может, секционная, меланжевая пряжа, то есть это может быть остаточки пряжи, то есть нужно пробовать. При разной пряже узорчик по-разному выглядит. Если вы пробовали, да, то действительно, на самом деле, бывает, что тоненькие ниточки лучше выглядят, толстые хуже, либо наоборот, толстые лучше, тоненькие похуже и так далее, и так далее. Вот такая красота. Как вам сегодняшнее видео? Я надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.